Всем привет! В этом видео я вам хочу показать легкий узор спицами. Этот узор я считаю, что для начинающих. Опять-таки я не знайка. Тот узор я сама вроде бы методом тыкой ошибки дошла на этот узор и думала, что такой нету. Оказывается, есть. У меня одна замечательная подписчица, очень внимательная, она мне написала, что это узор кукуруз. И я потом посмотрела, и это правда кукуруз. Ну, что я хотела, не получилось, а этот узор получилось, и я довольна. С вашего позволения хочу пару слов предыстория этого узора рассказать. Опять-таки, я не знаю, этот узор есть в интернете, вы знаете, не знаете, не знаю. Но это вроде бы советский узор. Когда я среднюю дочку я рожала в Армении, я пока там жила. Когда поехала рожать в роддом, у меня пока схватки были редкие, мы там медсестрой поговорили, туда-сюда разговаривались, и она вязала какую-то кофту. Спинку уже это вязала, ей надо было закрывать петельки, она говорит: ой, это теперь мне надо ждать, чтобы мне свекровь закрывала, потому что она вязать не умела, свекровь пошагово показала, ей помогала. Я говорю: в чем проблема, дайте я вам закрою. Я как взяла эту работу закрывать, смотрю, резинка какая-то красивая, как узор. Я говорю: а что это? Говорит: я не знаю, у меня свекровь всегда резинку так делает, и у меня так тоже учила. Я говорю: тогда у меня с вами как партнер будет. Я буду вам учить закрывать петельки, а вы будете мне учить вот этот узор. Я считаю, что этот узор и можно полноценную вещь вязать, и можно как узор, и можно как резинки делать. Ну, опять-таки, я не знаю, может, вы знаете давно, или кто-то уже даже так вяжет. Напишите, будем знать, как называется, тоже ничего не знаю, но мне очень нравится. И я иногда и пускаю или резинка, или самостоятельный узор, или опять такие зимние, если объемная нитка, тоже красиво будет, если между косами можно добавить. Поняли? Это очень красиво. Надеюсь, вам видно. Вот. А здесь очень легко и просто. Это лицевой изнаночный, кто знает вязать, и считать не можно так сильно. Вот здесь надо, чтобы кратно 2. И считать сильно не надо, запоминать. Здесь очень просто. Смотрите, это кромочный снимаем. Вот. Вместо того, что сейчас будет... Здесь узор вообще идет 2 лицевой, 2 изнаночные. Вместо того, что вот эту первую петельку вязать, мы сначала вяжем вторую петельку через этого первого. Поняли? Как будто снимаем. Вот, как убавки мы делали на американский, помните? Вот, вот так. Это вяжем. Сначала вторую вяжем, потом первую. А изнаночный как изнаночный. Вот, надеюсь, видно. Опять. Перед камерой это трудно, не бойтесь, это ничего не трудно. Вот, опять смотрите. Сначала второй, потом первый. Изнаночный, так и изнаночный вяжем. Вот, если вы будете приловчиться, это быстро-быстро вяжется, как резинка 2 на 2. Просто чуть-чуть петельку не так вяжете, уже очень красиво получается. И на регланную линию можно пускать. Везде можно этот узор, потому что не навязчивый, ничего, ну, красиво. Вот. Сначала вторую через первую. Надеюсь, я правильно объясняю. Следите внимательно, вязать у меня умеете, и все это
понять легко. Сначала первое через второе, второе через первое, потом первое вяжем. А изнаночные такие, как изнаночный вяжем. Вот. А лицевой этот изнаночный ряд вяжем по рисунку 2 на 2 и все. Вот. Надеюсь, все видно. Даже если здесь расскажешь, уже понятно. Девочки, если я что-то не так объясняю, пожалуйста, пишите, потому что, знаете как, не то, что я все знаю, я тоже всегда учусь, но когда человек это знает и думает, что это легко и просто, думает и все так и думают, и есть разные моменты, что я могу считать, что это вообще не надо сказать и не буду говорить. Если что, пишите, пожалуйста. Смотрите, а на изнаночной просто лицевой, изнаночный, изнаночный. И все. Это очень пестрый, красивый узор. И мне очень интересно ваше мнение. Понравилось, не понравилось, или вы знаете, или не знаете. Я вот тут тот узор, что показала кукурузка, я уже вязала внука, по-моему, это без рук, когда без пуговки, без рук вязала. Теперь второго внука тоже хочу вязать вот жилетку, хочу пустить этот узор, как бы. Потом вам покажу и то, и другое скоро. Вот. А эта пряжа, получается, кто со мной давно знает, что я хотела сиену платью вязать, и у меня, знаете, чего не получилось? Потому что я неправильно пряжу взяла, мне не понравилось, я это в каком-то видео потом расскажу, что. Смотрите, очень объемный, очень красивый узор, на мой взгляд. Вот. Если понравилось, вяжите на здоровье, легкие петельки вам, здесь нечего делать, но в итоге я считаю, что красивый узор получается. Если толстая нитка, еще объемно будет вот эти поростки и еще красивее будут. Вот. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Кто не подписался, подписывайтесь. У меня много идей есть, много уже вязаные вещи есть. Я могу вам показать. Буду стараться. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Если у вас какие-то даже лишние вопросы есть, можете задавать. Ну, понимаете, без фанатизма. Я буду отвечать. Может, хотите со мной познакомиться чуть ближе. Почему бы нет? Если что-то вам интересует, задавайте в комментариях. Я буду с удовольствием отвечать. Вот такой узор. Если что, пишите. Знаете, не знаете. Вот. Если вот такая идея понравилась, пишите комментарии, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!